Осторожно, магия. Пытались ли когда-нибудь воздействовать на тебя магически? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, мои хорошие, что я могу вам сказать? Вы человек, который порой ходит как бы по грани, по тонкому льду, да, еще это называют. Вы, может быть, любите какие-то азартные игры. Возможно, вы любите скорость, какой-то экстрим. Может быть, вы уже отошли от этого, но в крови у вас вот есть какой-то такой, знаете, вот момент, когда хочется испытывать всплески этого адреналина, если так можно выразиться, да. Возможно, вы раньше увлекались какими-то видами спорта, да, то есть вот вам, ну, необходимо пощекотать немножко себе нервы. Вы человек, который, возможно, по жизни пускался в какие-то, ну, может быть, авантюрные дела, да. Вы человек, которого можно смело назвать, что вы сухим выходите из воды. Ну, либо же выходили из воды, потому что были разные ситуации, в которых, ну, другой человек мог бы уже не справиться с тем, что произошло. Это могло быть, что вы, допустим, были на краю жизни и смерти. Возможно, какие-то были, я не знаю, может быть, моменты клинической смерти, может быть, это связана авария, может быть, кого-то током ударило, ну, то есть кто-то мог утонуть, либо же это пожар, ну, то есть вот такие какие-то катаклизмы могли с вами произойти. Но вы всегда выходили сухими из воды. Либо же появлялись люди, которые могли вам помочь, протянуть руку и так далее, то есть спасти каким-то вас образом. И давай как раз под это давайте сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, вот если были у вас такие какие-то экстремальные случаи в жизни, то напишите, что же с вами произошло. Если не было такого, то пишите просто, что ну не было. Это общий расклад, поэтому с кем-то проиграется, с кем-то нет. Вы человек, который, в общем-то, не боится трудностей, хотя у вас их было хоть отбавляй. Вы как будто вот вопреки всему и всем вы шли либо же к своей цели, к тому, что вы задумали, то, что вы хотите. Есть такой вот момент упертости в вашем характере. Вы человек, который, в общем-то, обладает очень бурной фантазией, и вы можете эту фантазию применять во всех отраслях жизни. То есть эта фантазия может проигрываться и в личной жизни, да, начиная от интимных каких-то моментов, фантазия в работе, фантазия ну, где угодно вы ее можете применить. То есть вы, к примеру, можете сделать все из ничего, да. Вы можете, допустим, там, ну, я привожу сейчас такой самый банальный пример, чтобы вы понимали. Может быть, вы можете там смастерить что-то, ну там шалаш, допустим, да, вот на природе, поедете на шашлыки, либо когда ездили. Вы можете построить из ничего шалаш, вы можете приготовить из ничего покушать, да, вроде бы под руками ничего нет, но вы, тем не менее, включаете свою бурную фантазию, вы находите, что, как сделать, как выйти из положения. Поэтому в этом плане вы такой суперский вообще человечек, потому что с вами точно не пропадешь. Порой вам приходилось преодолевать препятствия в своей жизни, может быть, наступая на свою гордость, наступая на свое, может быть, эго, да, наступая на все, что только можно, но вы двигались, вы решали проблемы, причем эта проблема, давайте сейчас уточним, эта проблема была связана с женщиной. Ну, мы не будем сейчас анализировать, что и как произошло. Да, здесь, смотрите, я вам скажу так. Если бы вы не решили эту проблему со своей женщиной, возможно, даже если бы у вас не было этого расставания, которое произошло, как бы вы его ни оттягивали, возможно, вы бы попали, ну, как говорят, как бы вам деликатно назвать это,
Клиника для душевнобольных. Вот так, наверное, это будет самое деликатное. То есть вы могли бы просто дожиться до того, что у вас бы уехала крыша с этой женщиной. Поэтому, мои хорошие, я думаю, вы и сами понимаете, что с одной стороны, да, это больно, это тяжело. С другой стороны, вы бы не смогли терпеть такую женщину, вы бы, ну, сами себя просто сожгли, сгорели, да, вот в такой ситуации, если бы вы продолжали с ней быть рядом. Что еще мне о вас поведают? Прикрываю некоторые карты, потому что вы же знаете, у нас строго, да, в Ютубе. Вы человек, который, возможно, у кого-то проиграется воздушный знак зодиака. Есть у вас довольно такой серьезный характер, волевой. Особенно вы его показываете, может быть, в какие-то рабочие моменты. Да, дома вы немножко другой. Дома вы становитесь помягче, более покладистый. Хотя и дома, если вам попасться, в общем-то, под горячую руку, то мало не покажется и весело будет всем. Вы человек, у которого в жизни было очень много конфликтов. И в первую очередь, конечно же, это конфликты были связаны с женщинами. Поэтому вы как бы имеете такой осадочек, да, вы на дух не выносите конфликтных, скандальных женщин. И если даже у вас у кого-то были уже повторные отношения, вы видели, что женщина как-то пытается на вас наезжать, как-то диктовать вам какие-то свои правила, учить, как что делать, ну, в общем-то, вы с такой женщиной прощаетесь. Ну и будете прощаться, конечно, потому что для вас это неприемлемо. Вы уже наелись всех этих скандалов, всех этих унижений, поэтому больше вы не хотите этого. Опять-таки показано, что есть среди вас и люди в форме, люди довольно-таки отчаянные, люди рисковые, которые, может быть, ну, в прямом смысле слова, да, вот и жизнью рискуете, и, в общем-то, есть даже те, которые почему-то вот думают, что уже все. Никого не хочу, ничего не хочу. Я сейчас говорю о тех ребятах, да, вот о моих ребятах, которые находятся там, где горячо. Здесь могут быть моменты отчаяния, когда вам уже все равно. Вот была, не была, да, вот почему-то могут быть такие негативные энергии, когда уже руки опускаются, вот, ну, то есть вам как бы все равно, вот что случится с вами, я имею в виду, да. Это такой печальный момент, конечно, но здесь момент отчаяния. Вы не видите конца края, вы не видите выхода из ситуации, да, то есть почему-то вы поставили крест на своей жизни. Очень сложная ситуация, вот внутренняя, ребята, которые с армией связаны, вот у вас внутренняя ситуация, очень сильный стресс, конечно. Ну, давайте-ка, мои хорошие, смотреть, пытались ли, может быть, вас кто-то привораживать, либо какую-то другую магию делать. Ну, говорю сразу, это не та диагностика негатива, которую я делаю на личных раскладах. Это так, в общем, да, в двух словах мы просто посмотрим, пытались ли что-то вам делать. Возможно, вы потом поймете, да, какие-то проблемы, которые вот есть в вашей жизни, поймете, откуда растут ноги. Итак, давайте-ка смотреть. Пытались вам что-то делать или нет? Смотрите, женщина, с которой, сразу же мне показано, женщина, с которой вы были в отношениях, либо в браке, когда вот вы расставались, расходились, она пыталась сделать какое-то магическое воздействие через твердый предмет, какой-то либо подклад это был, для того, чтобы у вас застопорилась именно финансовая часть, вот финансы, работа. Здесь может сработать, ну так, серединка на половинку. Не очень опытный человек это делал, поэтому у кого есть сейчас какие-то серьезные финансовые проблемы, либо на работу не можете долго устроиться, вот знаете, откуда растут ноги. Потому что, ну я уже не раз говорила, в принципе, если на вас есть какое-то магическое воздействие, и вы это не снимаете, не чистите, ситуация не улучшится, а наоборот будет ухудшаться. Это как снежный ком. Поэтому вот все, кто сегодня увидят каким-то образом, прочувствуют себя, да, вот свою ситуацию,
Ну, здесь я бы советовала просто не идти, а бежать на диагностику, на чистку, потому что, ну, дальше будет только хуже. Ну, а там решаете вы, в принципе. Итак, дальше смотрим. Давайте, что еще? Есть ли на вас еще какое-то магическое воздействие? Ух ты, смотрите. Теперь, значит, нам показано, ситуация говорит о том, что когда-то в вашей жизни были любовные отношения. Это не важно, может быть, это короткий роман, может быть, у кого-то и чуть длиннее, но это были чисто такие любовные отношения. Женщина, которая оставила на вас большие ставки, женщина, которая хотела быть с вами, но вы, возможно, с ней, ну как, побыли некоторое время, да, вы не рассчитывали с ней долго быть, а так, чисто какая-то отдушина. У каждого это своя будет история, но вы однозначно не хотели с ней строить серьезных отношений. После того, как вы с ней расстались, она попыталась вас привораживать. Вот привораживать, потому что она почему-то думает, что с вами можно быть, ну, в общем-то, защищенной во всех смыслах слова, да, что у вас там и денежка более-менее есть, там квартира может быть, да, все, ну, то есть все блага, все, что ей нужно, она от вас может получить. То есть она пыталась вас приворожить. Возможно, здесь были даже какие-то вот истории у вас. Может быть, вы находили даже какие-то вещи непонятные, либо же у себя там в барсетке, я не знаю, может быть, с одеждой вашей что-то такое было. Ну, как же это вам описать, чтобы вы поняли? Я вот пытаюсь подобрать слова. Может быть, одежда была, ну, чем-то, скажем так, облита, как бы намочена, да, ну, кусочек одежды, может быть, да, а вы понимаете, что, ну, вы как бы в луже не валялись, да, вы нигде не прислонялись ни к какому мокрому месту, но, может быть, вот, либо же это какое-то мокрое пятно, либо же какой-то подклад, какой-то предмет, да, хотя еще здесь может проиграться, что когда вот, когда у вас были уже, может быть, последние встречи с ней, могла вам и жидкость какую-то подлить. Ну, в чай, в компот, там куда угодно, в кофе. Поэтому смотрите, ребят, как вы можете это прочувствовать на себе. Смотрите, после этого, как она пыталась вас приворожить, вы, возможно, с ней и начинали еще какой-то период общаться. То есть вы могли разойтись, потом сойтись, да, под воздействием этого негатива. Но у вас очень сильная энергетика, поэтому вас, в общем-то, приворожить сложновато. Но можно, если постараться. Поэтому могли вы повторно, там, может, разочек другой, либо чуть дольше встречаться еще с ней. Но опять же, эта история ненадолго, это не продлилось надолго, но то, что вы и с ней разошлись впоследствии, и в дальнейшем у вас проблемы с личной жизнью вообще с женщинами, когда вы пытаетесь, может быть, познакомиться, там, либо начать новые отношения, у вас они не получаются. Либо женщины непонятным образом исчезают, либо вы не можете выбрать ну, ту единственную, достойную, да, вот вам все не такие вдруг стали. По-разному может проиграться. Либо же вам попадаются дамы, которых вы сразу же видите, что они продуманные, корыстные, и вы сразу же таких отметаете, потому что они не для вас. Смотрите, еще как мог этот приворот сработать. У кого-то из вас могло ударить по здоровью. То, что у вас проблемы сердечно-сосудистые могли начаться, могло начаться состояние выжатого лимона, когда, допустим, вы утром встаете с постели, вроде бы вы выспались, но сил встать нет, какая-то апатия, как будто вы всю ночь вагоны разгружали, да? Могут появиться какие-то болезни новые, либо обостриться какие-то старые, хронические, может быть. То есть у кого как это может проиграться. Это все идет, понимаете, здесь как-то было сделано вообще, я не знаю, вот эти дамочки, кому они ходят, либо они сами это пытаются как-то делать, но это мы разбираемся на личных раскладах уже более подробно, потому что здесь как-то оно срабатывает и на личную жизнь, и на здоровье, понимаете? У кого-то могут даже проигрываться из-за этого проблемы с бобиками вашими любимыми.
То есть сам по себе он должен нормально и рычать, и лаять, и функционировать, и все. Но после магического воздействия, возможно, начались проблемы. Хочет лает, хочет не лает, хочет реагирует, хочет не реагирует. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, все взрослые люди. Поэтому тоже обратите на это внимание. Ну, давайте еще коротко напоследочек посмотрим, что еще есть на вас, либо же нет. Такие у нас сегодня карты прям эротические. Ну, смотрите. У вас есть завистники. Это немножко не совсем магия, да, хотя сила мысли, вы знаете, по себе, потому что я вижу, среди вас есть те, которые имеют очень сильную энергетику, и порой то, что вы говорите, либо думаете, потом сбывается. Особенно, если вы говорите, либо думаете, это в сердцах, на эмоциях, в порыве злости, гнева. Поэтому вы, в общем-то, тоже довольно неплохо чувствуете людей. Есть у вас и магические способности, я уже не раз об этом говорила, это часто у нас сигнификация даже выпадает. Но то, что у вас есть завистники, это однозначно завистники, которые, причем я вам скажу, эти завистники есть как женского пола, так и мужского. Когда вы были в отношениях, женщины, окружающие вас, да, мы конкретизировать не будем, потому что это общий расклад, они завидовали вот вашей семье, вашим отношениям, когда вроде бы все было хорошо. Завидовали даже вашей женщине скорее, да, вот. Думали, вот какой мужчина у нее, да, вот и такой сякой, и добытчик, и заботливый, и внимательный, вот, то есть мне бы такого. Мужчины же, понятное дело, завидовали немножко другим моментам. Опять же, поскольку это общий расклад, то проиграется у всех немножко по-разному. Смотрите, могли завидовать и тому, что... Может быть, вы успешный, может быть, у вас супер квартира, машина, да, может быть, вы там подтянутый, накачанный, за собой следите, а не маленькие, лысенькие, с короткими ножками, да, ну, я утрирую, понятно, то есть у каждого это своя зависть, то есть здесь уже чисто мужское такое, да, особенно это, если вы богаче, допустим, если вы успешней, тем более это касается тех, кто, может быть, открыл свое дело, то здесь у вас завистников хоть отбавляй, у вас конкурентов хоть отбавляй. Поэтому вот осторожно будьте бдительны, особенно те, кто реально, вот, может быть, не так давно начали свое личное дело, потому что конкуренты могут делать разные пакости, могут тоже и подклады, либо же подливать, да, вот есть и заговоренная вода, много ритуалов разных есть, просто чтобы либо же у вас бизнес там пошел вниз, либо же еще каким-то образом напакостить, да, то есть смотря какая магия применяется и для чего. Поэтому будьте осторожны. Причем здесь человечек, вот именно по работе, по бизнесу, который может быть с вами в таких даже, ну, в дружески-приятельских отношениях, на которого вы можете даже не подумать. Человек лицемерный, человек, который в лицо улыбается, такой весь белый пушистый, а на самом деле, ну, готов вставить вам нож в спину. Поэтому очень осторожно фильтруйте свое окружение. Прежде чем впустить в душу новых людей, неважно это по работе, в личной жизни, все-таки слушайте, что вам говорят ваши ощущения. Почему-то вот много людей не прислушивается к своей интуиции, а она оказывается всегда права. Поэтому я просто немножко вам советую, даю маленький совет такой, прислушивайтесь к своим интуитивным чувствам. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!